Ненужные анализы. Не тратьте на это деньги. Современная медицина имеет в своем арсенале обширный набор диагностических методов, и большинство из них действительно полезны и эффективны. Однако есть и такие, которые служат для опустошения вашего кошелька. Посмотрите это видео, чтобы узнать о 3 бесполезных анализах и не попасться на удочку шарлатанов. Воспоминания о былой болезни. Существует такая бактерия, как хеликобактер. Она является основной причиной язвенного поражения желудка, и сдавать анализ для выявления этого возбудителя очень важно. Только речь идет про дыхательный тест, показывающий, есть ли бактерия в организме в данный момент. Но некоторые медицинские центры предлагают сдать анализ на антитела к этой бактерии. Только наличие антител не означает, что хеликобактер живет в организме сейчас. Бактерия могла быть ранее, ее удалось победить, и в организме возникли антитела. Что это знание даст вам сейчас? Несуществующая болезнь. Очень часто при любых расстройствах в работе кишечника врачи ставят диагноз дисбактериоз. Только в международной классификации болезней такого диагноза нет. А нет его потому, что уменьшение полезных бактерий хоть и является проблемой, но его сложно диагностировать. Да и не особо нужно, ведь восстанавливаются они обычно употреблением кисломолочных продуктов и самостоятельно размножаясь в нашем кишечнике. Но заявляя, что у пациента дисбактериоз, ему назначают соответствующий анализ кала. Точность этого обследования стремится к нулю, зато стоит денег. Определяем очевидное. В человеческом организме могут жить вирус Эпштейн-Барра и цитомегаловирус. Существует анализ для определения антител к этим инфекциям. Но дело в том, что носителями этих вирусов является 99% населения планеты. При нормальном уровне иммунитета они никак не проявляются, а антитела стабильно удерживают вирусы в спящем состоянии. Зачем же сдавать такой анализ? Большинству людей совершенно незачем. Назначали ли вам такие анализы? С какими еще финансовыми манипуляциями медцентров вы сталкивались?